Здорово, танкисты! Всем привет! С вами Серега, с вами Индомит. Сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры Мир танков от Lesta Games. Сегодня у нас на обзоре советский тяжелый танк с задним расположением башни. Проходная прокачиваемая ветка ИС-М. Легенда советского танкостроения. Крепкий такой боровичок. Попробуй выковыри. И прежде чем продолжим обзор, конечно же, прожми лайк под видео и подпишись на канал, если ты до сих пор это не сделал. Ну а мы с вами начинаем. Итак, Collision модель бронирования ИС-М. Ну и давайте разбираться. Да, у нас заднее расположение башни еще раз. Значит, НЛД. Так, правильно поставим. Вот. НЛД у нас в среднем в районе 200. И это очень неплохо, как для 8-го левела. Начинаем вот так танковать от переда. Здесь уже под 250. И, соответственно, большинство одноклассников нас даже голдой сюда пробивать не будут. Но одноклассников мы ни в коем случае не говорим там девятки и десятки. Про одноклассников речь. Касаемо ВЛД. Ага, 206, 219. А вот щеки у нас над гусеничных полок расходятся сколько? До 200, до 300 и рикошет. Опять же, начинаем танковать передом вот так. И, соответственно, здесь уже 250-260 одноклассники 8-го левела не пробивают. Если мы танкуем, опять же, от переда, я так на всякий случай вам говорю. Башня у нас полусферическая, ну и дайте смотреть. Маска орудия 250, 250, внизу 266. Щеки 250-250, вот здесь 270, там 260. Здесь все у нас не пробьете, извините, там 360. Местами вон 700-600, бесполезно. Здесь внизу, кстати, тоже не бьется, там 300 и более. Планку у нас 60 миллиметров, ну, соответственно, по правилу 3 калибров, сами все понимаете. Ну и маленький лючок, который расположен в задней части башни, у нас там 150. Боковое бронирование 140, 120, 134. Ага. Ослабленная при танковании от борта деталь, это вот эта щека в 200 здесь, но вы ее никогда в жизни не увидите, поскольку у нас заднее расположение башни, и даже перекручивая, вот смотрите, обычно как мы танкуем, вот так, да, рикошет, ничего не пробивается. Перекручиваем борт, рикошет, ничего не пробивается. И в этом случае даже при перекрученном борте танк выставит пушку вот так и будет стрелять, и вы в жизни никогда не увидите эту ослабленную часть корпуса. Король танкования от борта ИС-М, пожалуйста. Вот такая вот броня. По основным модулям обязательно качаем топовую рацию, топовый двигатель, топовую ходовую, это не обсуждается. В конце у нас вообще перед 705-м у нас топовая башня, обязательно ее ставьте. Ну и топовое орудие у нас 122 миллиметровка Д-25БМ. Альфа 390 на основном и на голдовом, 530 на фугасе, 212 пробития на основном, 240 на голде, 68 на фугасе. Заряжается пушка 11,7. При такой альфе нормально. Нормально. 2000 ДПМ, 0,42 точность, 3 секунды время сведения. По полевой модернизации. Во втором блоке вездеходная ходовая, в четвертом притирка, шестерни наведения, в пятом блоке звукоизоляция. В шестом блоке вторым слотом берем, как вот мы, если играем без турбины, играем на стабе, мы, конечно же, ставим на огневую мощь, вот, да. И, соответственно, если будете играть на ИС-М вдруг на турбине, вам нужна вдруг подвижность, конечно, выбираете мобильность. По оборудованию закалка DOSL стаб. В случае будете, если играть с турбиной, соответственно, вместо, не знаю, стаба либо закалки ставьте турбину. Это на ваш выбор. По снарядам. Основной у нас бронебойный, скорость полета 850 метров в секунду, что, конечно же, маловато, чтобы стрелять по подвижным целям. Да и в принципе мало, как для 8-го левела. Голдовый снаряд у нас подкалиберный, вот он уже летит более-менее сносно, 1000 метров в секунду. Фугас 850 летит. По снаряжению ремка, аптечка, автоматический огнетушитель. У нас 4 члена экипажа, перки наблюдаете перед собой в таблице. Вот теперь по плюсам и минусам машина. Еще раз, эта машина для городских карт, для рельефных она очень мало подходит. Но, к сожалению, мы не можем выбирать типы карты, куда попадем. То есть городских будете ощущать на этой машине себя очень комфортно. Играет там от борта, от брони, все отлично. Рельефных. А в огневой мощи вот эти УВН в минус 5 жопу вам просто сожгут дотла.
потому что, ну, у вас пушка всегда будет смотреть в небо, и я, конечно, за это очень сильно недолюбливаю советские танки. Что тяжелый, что средний. Дальше. У нас достаточно некомфортное время сведения 2.75, но опять же танк ближнего боя это не очень сильно роляет и важно. Вот, у нас приятная альфа, пушка заряжается меньше 10 секунд, вот от этого и отыгрываем. От брони, от размена ХП. Короче, по ХП 1650, но мы еще раз вспоминаем наше бронирование. Пробить врагам вас будет тяжело, если вы будете грамотно исполнять на этом танке, опять же, повторюсь, от борта. Вот. По мобильности. Танк медленный, 35 вперед, у нас 12 назад, у нас меньше 15 лошадей на тонну удельная мощность. И это, конечно, нам говорит о том, что даже свою нищую максималку в 35 машина набирать будет очень медленно. Поэтому многие, ну я вижу, на картах катают на турбине. Да, на турбине, на этой машине. Потому что, ну что такое 35? Очень медленно. Смотрите сами. Но я вам все-таки больше рекомендую вот на таком комплекте оборудования катать. По обзору мы слеповаты. 394 метра. Советский тяжелый танк. Предлагаю уже отправляться в бой. Давайте посмотрим, собственно, на адекватность этой машины с современным Red. Так, господа, обзор боем у нас ИС-М. Восьмерка, тяжелый танк советский, с задним расположением башни. Проходная прокачиваемая ветка. Тикс. Направо в ущелье поедем. Подвижность у нас не самая лучшая. На месте мы тоже крутимся. Шасси такое себе, лениво очень. Вот, видите, какой, как корабль в океане плывет. Никаких резких движений, все плавно. Мы будем играть агрессивно. Ух ты, как попали мы ему хорошо. Тихо, тихо. Тихо. Оп, отбили. Борт позволяет. Будем нападать. Ну а чё нет-то? Нифига себе. Вот такая вот смешная броня, ребят. Ух
ты, у нас сзади танки уже. Гаденыши. Не, ну ребята, ну 3200 в тяжелейшем окружении, просто по всем сторонам. Но все равно имба же танк, имба. Вы представляете, какое количество танков я держал на себе просто. Броня лютая, меня сверху... Ну понятно, там попал к шестеркам, для них СМ это вообще непреодолимая броня. Но проиграем этот бой, скорее всего, обидно. Так тащили, а Як-Тигр прототайп сейчас 274А просто бошку пробьет. Да, бортом так хорошо стоишь. Вот видели? Идиоты как играют. Вот смотрите. Да, вот сейчас он еще будет получать. Да. Постой, вот. Ага. О чем, как они вот. Он когда бортом к нему стоял, целил. Як-Тигра. Когда заново, он о чем думал вообще? Вот у него в голове что-то было? Не было ничего. Там нету мозгов вот у этого игрока. Объект 274А. Просто кусок мыла в башке. Нет бы заехал, назад отъехал. Как-то там старался от борта. Нет, просто стоит в открытую цель. Опа. Еще один ездит. Не видишь, что у него танк справа. А это все никогда вот мы, товарищи, не смотрим на карту. Выехал. У него уже давно засветился Центурион 1. Он тут ездит куда-то, что-то все смотрит. Такое ощущение вообще, что боты даже играют не только на лоу-левелах, но и играет вот в таких боях тоже. Все, стоит, светит. Сейчас она светит. Так. Так. Сейчас стрелять начнет, смотрите. О, засветился. Потушили. Все, добили. Я же сказал, стрелять начнет. Он засветился еще до стрелять. А вы вот мне скажите, а как ВЗ-44-1 оказался на дефи базе? На позициях ПТ-САУ? Не знаете? Почему он меня не прикрывал справа? Неизвестно. Вот на базюльках потому что играют. Стреляют на базюльках. Все, один ты остался. Сейчас больше всех настреляет. Опачки. А он сейчас от УВН будет играть, и ничего ты ему не сделаешь. Он, надеюсь, он знает, что это 14 УВНов. Нет? Давай, нападай. У него корпус слабый. Дурачок. Дурачок. Все. Ладно. Что за наш ИСМ? Имба!
жили меньше всех, наверное. Ну нет, там уж средний. А настреляли, скорее всего, больше всех. Да, в жесткие перестрелочки, в окружении. Хорошая броня. Хорошо играет от борта. Очень мало уязвимых зон. Из М на топовой башне это лютая имба. Второе место у нас по настрелу. Вот наш кустовой задрот, который базу дефит с начала боя. А вот так у нас отстрелялись вот игрочки. Пол команды меньше 500 урона дали. Вот. Поэтому и проиграли. Ребята, машина заслуживает вашего внимания. Очень удобная, комфортная, на топовом, конечно, оборудовании. Играть просто кайф. Даже против девяток можно гаситься. Потому что, ну, очень комфортная броня. Очень. Прожимайте лайки, подписывайтесь на канал. Ребята, у кого есть эта машина в ангаре, конечно же, пишите в комментариях свои чувства, ощущения по этому агрегату. Ну а я с вами прощаюсь до новых обзоров. Пока-пока. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.